Биткоин и рынок криптовалюты обновляют месячный минимум, токен Celsius растет на фоне банкротства компании, Илон Маск скамит криптоинвесторов, а эфириум продолжает оставаться в центре внимания благодаря приближающемуся слиянию. Всем привет, меня зовут Влад и вы на канале Coin22. Об этих и других событиях мы поговорим в этом видео. Также сегодня мы разберем, что происходило с рынком крипты на прошлой неделе, ведь для большинства монет неделя закончилась не самым лучшим образом, и многие переживают, что в ближайшее время может быть еще хуже. Так ли это на самом деле, узнаете после просмотра. Поэтому обязательно смотрите видео до конца, перед просмотром ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть первым в курсе всех событий на крипторынке. А мы начинаем. Сперва хотелось бы обсудить, что происходило с рынком крипты, какое было движение цен топовых монет и то, какое настроение может наблюдаться на этой неделе. Прошедшая неделя была не самой лучшей, и для большинства монет из топ-100 закрылась далеко не в плюс. Как мы видим, были убытки от 9 до 30%, причем это касается всех направлений. И NFT, и DeFi, и наши любимые игры Play to Earn показать рост также не смогли. Начиная с прошлого понедельника, капитализация рынка крипты, к сожалению, только снижалась. Падение составляло около 2,5%. Но интересно то, что даже при снижении капитализации объем торгов значительно вырос, а именно чуть более чем на 12%, что в принципе показывает хорошую активность даже на падающем рынке. За прошлые 7 дней в красном углу ринга продолжает оставаться и старый добрый биткоин, который показал более 10% минуса. Тем не менее, 15 числа нам все же удалось увидеть этот лучик света, когда цена пробила 25 тысяч. Но длился этот праздник недолго, так как буквально за несколько часов цена упала более чем на $1000. Такая же история была и в среду, когда цена резко падала на $600. Ну и под конец рабочей недели, в пятницу, биток решил нас немного удивить и пощекотать нам нервишки, упав еще раз более чем на $1000. Тем самым оттолкнул нас на уровень, который был в начале этого лета. На самом деле, после отскока в 25 тысяч, многие стали переживать, так как большинство считает, что в ближайшее время нас может ждать дно, которое будет ниже 17 тысяч. Ну скажу так, что пробивать цену в 17 тысяч на сегодняшний день будет куда сложнее, чем это было 18 июля, ведь тогда никто не ожидал резкого роста ставок от ФРС и большого количества негативных экономических показателей. Сейчас же ситуация более-менее ясна, и уже все понимают, что такого сильного влияния на рынок наблюдаться не будет. И это снижение больше похоже не на начало медвежьего рынка, а на привычную для крипты коррекцию, которая со временем может вернуть все на свои места. Но все может изменить будущий предварительный квартальный отчет по ВВП США. Прогнозирую, что он будет негативный и вновь ударит по рынку. А как будет на самом деле и когда опубликуют этот отчет, вы сможете узнать в нашем телеграм-канале Coin22. Там специально для вас мы отбираем самую полезную и актуальную информацию, с помощью которой можно получать прибыль. В телеграм-канале мы ежедневно публикуем все события, которые происходят в сфере крипты. Так что если ты хочешь получать самую свежую информацию, один из первых, переходи по ссылке в описании или сканируй QR-код на экране. Подписывайся и зарабатывай вместе с Coin22. Конец недели не сыграл в плюс и для фондового рынка, что демонстрирует нам убытки от 1 до 3%. И общий убыток S&P 500 составляет 1,3%. Объяснят это тем, что акции слегка перекуплены, а когда такое происходит, можно наблюдать коррекцию. На прошлой неделе в лидерах роста успели побывать две криптовалюты. Первая — это любимая монета Илона Маска Dogecoin, и вторая, которая также связана с известной собакой, а именно Shiba. Они обе показали более 20% роста. Рост Доги был связан с активностью китов, ведь были замечены множество транзакций на сумму от $100 тысяч, которые постепенно распределялись между множеством кошельков. Также фактором роста для обеих монет было успешное сжигание токенов. Один из разработчиков Shiba опубликовал твит, в котором написал, что токены сжигаются без особых проблем. После этого твита цена начала активно расти. Награды лидеров падения получили NIR протокол практически с 30% убытком, а также большое количество токенов из сектора NFT, один из которых монета известных обезьян и другие. Но кстати, насчет NIR я бы так не переживал, ведь для тех, кто хотел купить монету, открывается неплохая возможность это сделать. Кстати, в лидерах роста сложно было не заметить такую монету, как Celsius. Да, это токен той самой компании, которая обанкротилась. Вы сейчас подумайте, так если компания обанкротилась, то почему монета выросла больше, чем на 30%? Для начала давайте разберемся, почему Celsius вообще объявила банкротство. История начинается как старый добрый анекдот, где два еврея в 2017 году основали криптокомпанию и дали ей интересное название Celsius. Главной задачей компании было обогащение людей. Я это говорю, потому что они выступали в роли криптобанка, в котором можно было получать около 20% годовых от своих депозитов. А это вам не мизерные подачки, которые предлагают ваши обычные банки. Понятное дело, что после активной рекламы
рекламы своей машины по генерации прибыли, их накрыло большой волной пользователей, которые активно открывали депозиты и отправляли им свои монеты. Денег у них было очень много. Чтобы вы понимали, в 2021 году один из создателей сказал, что они управляют активами на сумму 25 миллиардов долларов. Но судя по тому, что произошло, управляющие с них ужасные. Ведь, как говорил дядюшка Бен, с большой силой приходит большая ответственность. Соответственно, уже в этом году, когда в начале лета рынок полетел вниз, причем без парашюта, у Celsius начались первые проблемы по выплатам. Поскольку они обещали довольно большие проценты своим пользователям, делать хоть какие-то выплаты они себе позволить не могли. Клиенты начали дико нервничать и первым делом приступили выводить свои средства. Но буквально через несколько дней после активного падения рынка Celsius делает ход конем, а именно блокирует вывод средств. Ну и долго ждать не пришлось, как через месяц Celsius подает заявление в суд, демонстративно показывает всем свои пустые карманы и объявляет себя банкротом. В заявлении они написали, что имеют 4,3 миллиарда долларов, а вот их должок перед клиентами 5,5 миллиарда. Если свести дебет с кредитом, нетрудно догадаться, что получается огромная долговая яма. Ну как яма? Пропасть. Но еще проблема в том, что практически все их деньги, кроме 170 миллионов, вложены в неликвидные монеты, которые в таком объеме продать не так-то просто, что накаляет ситуацию еще больше. А по последним отчетам оказалось, что Celsius немного приукрасил свой долг, и на самом деле их долговой разрыв составляет почти 3 миллиарда. Далее будут суды, разбирательства, скандалы, интриги, ну все как мы любим. Но как вы поняли, самое интересное то, что на этом, казалось бы, максимально негативном фоне токен Celsius вырос. И не просто вырос, а набрал более 30% лишь за одну неделю. Спрашивается, почему? Причин, как всегда, несколько. Во-первых, это шорт-сжатие за счет большого количества трейдеров. Такое происходит, когда цена монеты внезапно растет, заставляя всех трейдеров, которые выставляли шорты, закрывать свои позиции, тем самым выкупать монеты по более высокой цене. Соответственно, из-за того, что было закрыто около 300 тысяч шортов буквально за 2 дня, цена и начала расти. Но такое сжатие не может наблюдаться долго, тем самым на данный момент токен является дико перекупленным. Но еще большего толчка цене дали слухи о том, что Ripple желает выкупить компанию Celsius. У меня у одного складывается впечатление, что Ripple просто не любит работать спокойно, без всяких проблем. Ему больше нравится разбираться с SEC, кататься по судам и еще расхлебывать кашу, которую заварили два в кавычках бизнесмена. В любом случае информация не стопроцентная, четких официальных заявлений нет, и это лишь мысли вслух от представителей компании Ripple. На таком диком фоне перекупленности и резких скачков все склоняются к значительной коррекции, что развязывает руки для наших любимых шорт-позиций. Мы на эту тему даже отдельное видео снимали, так что к просмотру обязательно рекомендую. А за Celsius 100% будем наблюдать, ведь потенциал на падение есть. Кстати, тем временем посетить суд придется тому самому королю стейблкоинов До Квону. Да-да, местные СМИ Кореи сообщают, что Квон собирает себе команду из юристов, ведь как бы он ни заявлял, что против него никакие расследования не ведут, это далеко не так. Уже было сделано несколько обысков и 15 арестованных фирм, связанных с Terraform Labs. Так что в будущем сможем следить, как король стейблкоинов станет королем двухъярусной кровати. Поскольку сегодня мы упоминали любимую криптовалюту Илона Маска, то не грех вспомнить и его самого. Ведь с ним произошла одна интересная история. Как мы знаем, у Маска есть две любимые вещи. Первая — это Tesla, а вторая — Twitter, где он любит публиковать посты, после которых постоянно что-то растет. У нас даже на канале есть видео на эту тему, поэтому советую посмотреть. Так вот, случилась максимально глупая ситуация со стороны миллиардера. Он в своем любимом Твиттере выложил вот такой интересный пост, в котором написал: «А может мне купить футбольный клуб Манчестер Юнайтед?» И нет, он не имел в виду FIFA на приставке, а настоящий клуб. Вы скорее всего подумаете, а при чем здесь крипта? А вот при чем. Есть фан-токен этого клуба, но эта монета полностью мертва и прямого отношения к английской команде, а также Илону Маску, не имеет. Но тем не менее, одного поста от Илона хватило, чтобы этот шиткоин показал 3000% роста. Интересно, что за последние 24 часа монета торговалась только с двумя валютными парами – BNB и USDT, а общий объем был не более 106 долларов. Но после поста токен вырос на 3000 с объемом в 39 тысяч долларов. Таким образом, спекулянты использовали плохую ликвидность для искусственного перекачивания токена. Но через некоторое время цена упала так же быстро, как и выросла. Вся эта история закончилась тем, что Маск все-таки написал, что это была шутка и покупать он ничего не собирается. Уже представляю, как повеселились те, которые купили этот неликвидный мусор. Поэтому твиты Маска — это, конечно, хорошо, но, наверное, только если они касаются Dogecoin. В свою очередь, крипторынок начинает интересовать не только миллиардеров, а и крупные мировые компании. Например, такой корейский техногигант, как Samsung, принял участие в 13 раундах финансирования для множества криптокомпаний. Тем самым получает грамоту как самый активный инвестор блокчейн-технологии. Из самых известных проектов, куда Samsung вкладывает свои деньги, это Flow Carbon от блокчейна Flow, известные всем обезьяны за миллионы долларов, а также игровая блокчейн-компания Sky Mavis. Это та компания, которая выпустила достаточно популярную игру Axie Infinity, в которую сейчас, наверное, уже никто не играет. Общая сумма инвестиций Samsung составляет более 900 миллионов долларов. Помимо Samsung, пустить свои корни в криптомир хочет и мировой монополист Google, или по официальному названию Alphabet.
Alphabet, который собрал около $1,5 миллиарда для инвестирования. Ну а общая сумма, которая отправилась развивать блокчейн-индустрию, составляет около $6 миллиардов, начиная с сентября прошлого года. Такая тенденция, скорее всего, будет продолжаться, ведь для многих мировых компаний крипта — это неизученное поле, которое может приносить хороший урожай в виде миллионов долларов. Первым это понял Цукерберг и как раз таки начал активно рекламировать свою метавселенную. Понятное дело, что там, где большие деньги, туда будут рваться абсолютно все, чтобы урвать большой кусок от этого пирога. Также народ не против заработать на самом важном дне сентября. И нет, это не день знаний, и продавать школьную канцелярию я вам не предлагаю. Есть события поважнее, а именно слияние эфириум. Неделю назад мы выпускали видео про эфир, но за это время произошло много событий, которые следует обсудить. Во-первых, как мы говорили в прошлом ролике про эфир, цена пробила $2000. Но те, кто внимательно следовали нашим советам и не купили на пике, чувствуют себя гораздо увереннее, так как цена дошла до хорошего уровня в $1800-1700 и ниже, как было озвучено в прошлом ролике. Поэтому те, кто не успел купить, второй раз упускать эту возможность не стоит. Второй очень интересный момент касается поддержки дополнительного форка для майнеров, которым переход на POS вообще не нужен. Различные криптобиржи начинают поддерживать новый токен для майнеров Ethereum POV, который майнеры в теории смогут получать после слияния. Например, сингапурская криптовалютная биржа Bitrue объявила, что будет поддерживать новый токен, и они сказали, что эта монета будет доступна для всех держателей эфира. Но если этого форка от майнеров не случится, а новые монеты никогда не станут полноценным токеном сети, все новые монеты на платформе Bitrue будут автоматически переведены в эфириум после слияния. Такую схему поддерживают многие биржи, включая Poloniex, Huobi и BitMEX. Что уж там, даже Binance не исключает поддержки новой монеты. Кампания по созданию новых токенов началась в начале этого месяца по приказу известного китайского криптомайнера Chandler Go. Chandler и другие майнеры надеются, что при жестком разветвлении и разделении блокчейна эфириум они сохранят возможность майнить эфириум. Правда, новый токен вряд ли сможет приблизиться к рыночной стоимости эфириум, а если он будет стоить меньше, а сложность майнинга будет такая же, то фермы будут попросту работать в убыток. Так что весь этот переполох с новым токеном нужен только его создателям, чтобы заработать на жадных ребятах, которые не понимают, что это неофициальные разработки и поддержки от Бутерина и его команды не будет. Да и сам токен уже упал более чем на 60%. Поэтому я бы не советовал вообще связываться с этой монетой и надеяться хоть на какой-то рост. В данный момент лучше накапливать монеты эфириум или открывать лонг сделки с кредитным плечом и держать все это дело минимум до слияния. А когда оно произойдет, будет более ясно, что делать дальше. А это были самые интересные новости недели. Как всегда, больше актуальных событий сможете получать в нашем телеграм-канале Coin22. Обязательно поддерживайте это видео лайком, тем самым вы поспособствуете быстрому выходу новых роликов. С вами был Влад, до скорых встреч.